Всем привет, с вами Вика. Скоро Хэллоуин, и я думаю, многие из вас видели вот такие вот фотографии с головой тыквы. Мне всегда был вопрос, а где взять такую тыкву? На маркетплейсах я не нашла ничего подобного, а вырезать ее из настоящей тыквы как-то не хотелось. Ответом стало папье-маше. Сегодня мы вместе с вами будем делать такую голову, а в конце видео поедем на фотосессию. Давайте долго не откладывать и сразу уже начинать. Для папье-маше нам понадобится туалетная бумага. У меня вот такая вот самая дешевая серая. Дальше клей ПВА и огромный шарик. Он, знаете, вот есть большие шарики, которые там 91 сантиметр в диаметре, что-то такое. Есть маленькие шарики, которые обычные, гелевые, всегда на каких-то праздниках надувают. А вот этот какой-то средний. Мне надули его в магазине, в котором я его покупала, и в принципе он должен подойти. И я надеюсь, что так и будет. Для начала нам нужно надуть шарик, и это самое сложное для меня, потому что я очень боюсь, что он лопнет. Подписывайтесь на мой телеграм и цен. Ссылки в описании. Я его уже надула, и вот здесь вы можете видеть следы моих экспериментов, которые не особо получились. По итогу мы будем делать, я лично буду делать из обычного шарика. У меня была еще задумка обмотать его веревочками и надуть, чтобы была как раз форма тыквы, такая продольная. Но у меня что-то не особо это получилось, поэтому готовим смесь для самого папье-маше. Я взяла вот такой вот тазик, большую кисточку, соответственно клей. У меня есть еще один тюбик, но я думаю, пока что обойдемся двумя. И 100 мл воды. Выливаем весь клей в этот тазик. Ой, а он что, не снимается? Печально. В общем, два клея у меня какие-то просроченные. Я надеюсь, что-то получится. Я их, конечно, вылила, но посмотрим. Теперь заливаем 100 мл воды, но я, наверное, залью немножко поменьше, потому что все равно тут неровно, наверное, 300 мл клея, поэтому и воды немножко поменьше. Теперь я беру кисточку и просто все это перемешиваю. После того, как у меня, в принципе, стала однородная масса, я, наверное, начну покрывать шарик. Теперь пришло время туалетной бумаги. Открываем ее. У меня почему-то так люди странно в магазине смотрели, когда я 8 рулонов туалетной бумаги самой дешевой покупала. Я даже не знаю почему. Нам нужно шарик сначала немножечко увлажнить, так сказать. И клеить бумагу. Поверх туалетной бумаги тоже можно, в принципе, наносить, даже можно и нужно наносить клей, чтобы лучше, так сказать, пропитать все вот эти вот бумажные кусочки. Да и плюс у меня очень... нет! Ну ладно. Плюс у меня очень тонкая туалетная бумага, и слоев нужно довольно большое количество. У меня рулон туалетной бумаги упал в эту жижу. Ну ладно, какая разница, собственно, все равно что там будет. А может, кстати, накидать туда прям эти кусочки? Ну, аккуратность — это явно не мое второе имя. Да куда ты постоянно падаешь? Блин, вот знаете, это оказалось так сложно. Я думала, будет попроще. Он еще постоянно куда-то скачет, куда-то пытается убежать. Он у меня уже 2 раза падал с подставки, на которой он тут у меня восседает. Меня это раздражает, если честно. Первый слой нашей тыквы готов. Можем приступать ко второму.
Для большей надежности я еще попробую обклеить обычной бумагой, потому что вот такая вот бумага, она довольно какая-то несерьезная. Так, все готово, вот такая тыковка у меня получилась. Теперь я ее оставлю на балконе до следующего дня, чтобы она подсохла. И уже можно будет раскрашивать, но сначала вынимать шарик. Шарик упал. Ну, держится. Хотя бы так. После того, как я лопнула шарик, кстати, это получилось не специально, и вы могли заметить, как я испугалась и выкинула его в сторону, я приступила к вырезанию дырки под голову. Это небольшая вставка, поэтому я тут не накрашенная, но атмосферу Хэллоуина все равно постаралась поддержать. План на этот день был в том, чтобы лопнуть шарик, с этим я удачно справилась, вырезать отверстие под голову и покрасить белым цветом все участки бумаги с текстом или с туалетной бумагой. Кстати, из 8 рулонов у меня осталось 7,5. Я не знаю, куда купила так много. По факту туалетная бумага послужила прекрасной подложкой под офисную бумагу. Конструкция получилась крепкая, но советую вам использовать не самую дешевую, так как она размокает и легко рвется. Когда я первый раз примерила голову, то очень обрадовалась. Вы можете наблюдать, как я улыбаюсь на видео. Если честно, в какой-то момент казалось, что ничего не получится, что надо ее выкинуть и быстро придумать что-то другое. Было это в момент создания головы. Бумага прилипала к рукам, шарик падал, все, что было рядом за столом и сам стол сильно испачкались. Но подсознательно я понимала, что нужно дойти до конца и не бросать начатое. В итоге что-то да получилось. Следующим этапом стал эскиз мордочки. Я очень долго его вырисовывала, бумага была неровная, плюс я не художник. Мое сосредоточенное лицо как отдельный вид искусства. Первый раз лицо получилось слишком низко, а глаза были маленькие. Перевернув тыкву, я нарисовала мордочку еще раз и стало гораздо лучше. После рисования я перешла к кромсонию моего драгоценного папье-маше. Специальным скальпелем и ножницами я вырезала в нем глазки и ротик. Ошибку допустить было нельзя, ибо это было бы фатально. Можно сказать, что все уже готово, и обломаться на этом этапе просто непростительно. Поэтому я сидела за этим занятием около 40 минут. Далее шел этап покраски, который я ждала больше всего. Красок у меня не так много, поэтому, когда на половине головы закончилась оранжевая краска, пришлось экспериментировать. В ход пошли перламутровые краски, смешанные с обычными и флуоресцентными. Когда тыква уже была покрыта оранжевым цветом, я решила немного ее затемнить, но смешала слишком темный цвет. Испугавшись, что все испортила, я начала стирать его губкой и неожиданно для себя получила довольно интересный эффект. В общем, на этом все. С вами была Вика. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Дзен, ютуб-канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока. А теперь фотки.